Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала! Хочу сказать огромное спасибо за ваши вопросы и комментарии. Именно они помогают мне находить темы для новых видео. И вот буквально вчера Елена, за что огромная благодарность, написала комментарий с вопросом по поводу крючка. На комментарий я ответила и решила записать еще дополнительное видео, где хочу показать крючки, которые у меня есть, которыми я пользуюсь, и поделиться личным опытом. Так что сегодня я расскажу о крючках, которыми вяжу сама, и покажу свою небольшую коллекцию. Ведь от правильного инструмента зависит не только удобство, но и качество вязания. Думаю, это видео будет особенно полезно новичкам, которые только выбирают свои первые крючки. Итак, первое. Почему важен выбор крючка? От крючка зависит, насколько удобно будет вязать и как быстро устанет рука. Я уже пробовала разные варианты и расскажу, какие мне понравились больше всего. Когда я начинала вязать, я была еще совсем маленькая, мама учила меня вязанию. И тогда были крючки вот такого плана, серебристые, хромированные. Вот, училась я на таких и вязала ниточкой ирис. Затем у меня был огромный перерыв в вязании. И уже сейчас, когда я вернулась к этому делу, обнаружила, что выбор крючков невероятный, большой. Скажу сразу, вот такими крючками я не вяжу, то есть это в крайнем случае, если я там где-то в гостях и попросят что-то связать и в наличии будет только вот такой крючок, конечно, я им связать могу, но в своей практике я не вяжу, потому что лично у меня от таких крючков быстро устает рука. Тем не менее, у таких крючков есть большой плюс. Есть такой способ вязания, как тунисская, там где набираются петли на крючок и потом по одной петле закрывается. Там используются крючки, вот они как раз похожие, такие длинные, как спица, ну и загнутый край, вот такой в виде крючка. И некоторые игрушки я вяжу, то есть применяю там вот этот способ. Если кто помнит, видели на канале пончик змея, к году змеи я вязала, и там маг, вот вязала его тунисским вязанием. Также моль, еще пока мастер-класс я не выпустила, она в процессе у меня, я еще не знаю, будет ли интересна она вам. И там крылышки я вязала способом тунисское вязание. И вот такого крючка я, например, вязала единичкой и очень маленькое расстояние. Но я, в принципе, справилась, опыт большой уже достаточно в вязании. Но новичкам, например, было бы удобнее вот такой крючок использовать. То есть нету такого, что у каких-то инструментов только одни минусы, у каких-то одни плюсы. Сейчас в повседневном, можно так сказать, вязании я использую вот такие крючки, и все они с ручками. Небольшая предыстория. Я когда вернулась к вязанию уже, не знала, как оно мне пойдет, не пойдет, понравится, не понравится. Поэтому вкладываться в инструменты я особо не хотела, конечно же. И поэтому покупала вот такие вот крючки. Я думаю, кто вяжет во всех странах мира, сталкивались с вот такими крючками. Они, в принципе, удобные, то есть достаточно удобные. Мне, во всяком случае, гораздо удобнее, чем вот такой крючок. Но у них есть один огромный минус. Они очень быстро ломаются. Ломаются они потому, что вот этот сам металлический крючок, видите, он вот здесь только в начале. Вот так. Все остальное это просто пластиковая ручка. И поэтому
Если там зацепилась об пряжу или пальцами даже, их достаточно легко сломать. У меня они накопились, я их вообще собирала по мере того, как они ломаются, чтобы потом выбросить сразу. И у меня вот насобиралась такая коллекция, она лежала там в крючках, в принципе, наверное, ждала выхода вот этого мастер-класса. То есть сами крючки неплохие. Если вы только-только начинаете вязать и не хотите вкладываться, например, в дорогие какие-то крючки, как попробовать, в принципе, можно. Но если вы уже решили вязать и вам нравится это, то вы просто потратите намного больше средств на вот такие вот крючки, чем лучше там по одному крючку купить там разных размеров, которые вам нужны, и вы будете просто довольны, уже забудете, что это такое, бегать по магазинам и искать нужный номер. Итак, с вот этими разобрались. Они, кстати, вот не все у меня еще поломались, некоторые остались. И вот, как вы видите, я их просто покупала по нескольку штучек на всякий случай, уже когда они у меня поломались. Тоже вот вместо того, чтобы купить один нормальный крючок, вот я страдала вот такой вот ерундой. Перейдем к таким крючкам. Вот, у меня есть несколько крючков Knit Pro. Когда я их покупала, это тоже, я вообще крючки покупала уже, наверное, года 4 назад. То есть давно не покупала уже крючки, потому что у меня есть номера, которыми я обычно вяжу. И просто нет необходимости пока в пополнении коллекции. Коллекция небольшая, как вы видите. Вот, расскажу. Вот эти 3 крючка у меня 3, 4 и 6. Это Knit Pro. Вот такие. Очень мне нравятся. Ручка здесь не скользит. Очень удобная. Супер. Я очень довольна ими. Хотя после вот таких вот хромированных крючков было немного непривычно, потому что здесь они вот как немного матовые. И вот скольжение по пряже, оно отличается. Вот это я купила Knit Pro сразу после вот этих крючков, поэтому разницу ощутила, но в целом вязании я ими очень-очень довольна. Ни один у меня еще не поломался, поэтому я не знаю тут до конца, вот этот идет крючок или просто качественно сделано. В общем, не ломались, не знаю, очень довольна. Следующие крючки это вот такие силиконовые, здесь тоже хромированные сами крючки, а ручки у них, не знаю, силикон, это мне больше похоже на резиновые ручки. Вот, у меня тоже номера 2, 3 и 2,5. Крючки у меня некоторые повторяются, потому что были разные ситуации в жизни, приходилось уезжать, а крючка под рукой не было, и приходилось покупать, в общем, какие были. Поэтому, например, вот эта тройка и вот эта тройка. Вот. Когда они у меня оба под рукой, я вяжу вот этим. Но, в принципе, когда этого крючка у меня не было, то вот этим с резиновой ручкой или силиконовой я была очень довольна. Покажу их поближе. Вот на камеру, надеюсь, видно. Видите? Вот там вот блестит крючок. То есть он до самого низа здесь идет, и на него просто одета ручка. Что это за крючки, я не знаю. Я покупала их просто в розничном магазине для рукоделия. Там все было. И они просто так в коробочке лежали. Поэтому я не знаю, что это такое. Они без упаковок, без бумажек. Но я ими очень довольна. То есть вот такие крючки, видите, вот там вот через вот эти отверстия видно, что крючки до самого низа доходят. Вот такие крючки, они не поломаются. И при вязании
тоже очень удобно, эргономично, и рука не устает, не скользит. Я очень довольна тоже. Вот такого плана крючки. Осталось еще два. Вот этот четверочка, он тоже пластиковый. Я его покупала тоже, когда пришлось уехать. И у меня не было под рукой нужного крючка. Не знаю, здесь сомневаюсь, что крючок идет до самого низа, но он тоже достаточно удобный. Я им вязала вот буквально вот тот раз, когда у меня не было под рукой своего крючка Knit Pro. Ну, в принципе, не поломался. Так что, если попадется вам вдруг вот такие крючки, то можно использовать. То есть разница, в принципе, видите, наверное, потому что пластик, может, этот толще, он тоже был не очень дорогой. То есть самые дорогие это были Knit Pro. Вот эти немного дешевле, то есть они не дешевые, но немного дешевле. Потом, наверное, по цене вот этот шел. И мой фаворит на данный момент, так как в основном вот мастер-классы мои, почему-то вот последнее время я вяжу из тоненькой пряжи и использую вот этот крючок номер 1 с бамбуковой ручкой. Я им тоже вяжу уже несколько лет, не помню даже, когда я его покупала, года 3, наверное, назад. Тоже не знаю, что это за фирма, торговая марка, потому что там, где я покупаю пряжу, часть пряжи, это склад-магазин, и там они просто под резиночкой были, поэтому я даже не на сайте их увидела, а просто уже когда приехала за своим заказом, увидела, что там эти крючки, и думаю, дай попробую, потому что мне нужно было вязать заказ. Вот такие крючки я уже не хотела использовать, то есть это прям на самый последний случай. А вот таких вот с силиконовыми ручками или Knit Pro я тоненьких крючков не встречала, кстати. Я не знаю, они там вообще есть или нет, но мне нужен был именно единичка, и чтобы мне не приходилось их покупать сразу 10 штук, и чтобы они, в общем, не ломались. Поэтому я купила всего лишь один. Он стоил, ну, гривен 20, наверное, не знаю. Если вот эти, по-моему, в пределах 100 гривен там стоили на тот момент, это было года 4 назад. Вот эти в пределах 50 гривен стоили. Вот этот что-то в пределах 30 гривен. А этот вообще, по-моему, 20, может 20 с чем-то гривен стоили. Вот такие на тот момент стоили по-моему, 10 гривен. Что-то или 9, 10. Такие были еще цены. Вот этот крючок из набора. У меня любимая дочечка моя вяжет. И когда она только начинала вязать, покупали ей наборчик, там где все размеры всякие разные. На тот момент ей было удобно вязать вот такими крючками, она пробовала, и там сразу были все размеры. Вот, но сейчас, когда вяжет, то пользуется, в принципе, в основном тоже вот такими, которые с ручками. Вот, в принципе, такое видео получилось. Поделилась с вами инструментами, которыми я пользуюсь. Это конкретно крючки, потому что по спицам там тоже отдельная тема. Показала свою небольшую коллекцию. То есть, если, например, сейчас мне придется покупать какие-то крючки, необходимо будет, то я буду склоняться, вот, наверное, с бамбуковой ручкой. Очень мне понравились, с силиконовыми очень понравились, ну и Knit Pro, конечно. Вот, там в зависимости просто не все размеры, насколько я поняла, не все размеры можно найти в линейке торговой марки. Вот, пластиковые, ну, это, скажем так, уже на крайний случай, если ничего другого не будет, а нужно срочный заказ, например, выполнить. Также сюда, наверное, можно немножко пару слов в эту тему сказать по поводу, как держать крючки. То есть тут
вот мы уже затронули по поводу того, как быстро устает рука. И вот раньше я, когда начинала вязать, я держала крючок вот таким образом. Потом, мне даже, кстати, не пришло в голову, я не обратила внимания, что мама у меня, например, она вяжет и держит вот так. Я почему-то его как взяла и вот так вот и вязала. И потом, спустя какое-то время, я уже вязала игрушки, заказы даже уже вязала. И как-то обратила внимание в каком-то мастер-классе, девочка обратила на это внимание, что крючок, оказывается, можно держать по-другому. Я решила попробовать, потому что когда держала вот так, ну, рука реально быстрее уставала, прям сводила вот тут сухожилие, потому что долго приходилось вязать. И я решила попробовать. Поначалу, конечно, было неудобно, но я задалась целью прям переучиться, попробовать научиться, чтобы и так могла вязать. И с тех пор я вяжу вот только так. В мастер-классах вы можете увидеть, что я всегда показываю крючок, держу его как, ну, ручку, грубо говоря. Поэтому тут как лучше, как правильно, тут такого нет, наверное, вопроса. Так вопрос будет некорректен. Здесь как кому удобнее и какой крючок лучше, там с ручкой или без ручки. Это все вопрос практики. То есть если вы новичок и попали на это видео, поэтому попробуйте, конечно, если у вас есть возможность, один крючок, например, такой приобрести и один с ручкой. И попробуйте просто, как вам больше понравится, как подойдет. А лично мой опыт, так как я в этом видео делюсь личным опытом, рука меньше устает от крючков, которые с ручками, один момент. И второй момент, когда крючок держать именно вот так, просто физиологически, так, ну, наверное, более подходит к сухожилиям, к мышцам. Не знаю, может быть, это только у меня. Поэтому этот вопрос, он такой уже у каждого свой личный опыт. Поделитесь, кстати, в комментариях, какими крючками вяжете вы, там без ручки или с ручкой, и как держите крючок. Ну, мне просто очень будет интересно, скажем так, соцопрос, посмотреть статистику. И, конечно же, приятно читать просто даже ваши комментарии. Приятно ваше внимание. Касательно ответа на вопрос, где крючки я покупала, я их покупала абсолютно в разных магазинах. Это были в основном розничные магазины. Через интернет заказали мы только вот такой вот наборчик для дочечки, когда она захотела вязать, и ей понравились именно вот такие крючки. Они еще яркие, разноцветные там были, в общем, ей захотелось и заказали. Вот эти вот все крючки я покупала в розничных магазинах для рукоделия, для вязания. Вот такой вот обзор получился. Надеюсь, он был полезен. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, может быть, у вас есть какие-то любимчики, крючки, без которых не обходится ни один проект, как у меня сейчас это крючок номер 1 с бамбуковой ручкой. И если это видео все-таки оказалось для вас полезным, интересным, поддержите, пожалуйста, его лайком и подпишитесь на канал. В следующих видео вас ждут новые мастер-классы и обзоры. Огромная благодарность, что были со мной. До встречи!